Можешь пока поздороваться с ними. Добрый вечер! Добрый вечер всем! Сегодня я не одна. Я хочу вам представить моего самого лучшего друга. Это Мансик. Вот, он сегодня мне делает поддержку. И так будет меня морально поддерживать. Поддержку? Да. Насыщать меня энергией, потому что я вот его так жмякаю, и нам прикольно. Вот. Так что любители пушистиков, сегодня двойная радость, что мы встречаемся, плюс еще, если у вас есть домашние животные, то вы меня очень хорошо поймете. Ну что, готова? А кто-то уже лайки ставит. Готова для беседы, так что сегодня Викуся пришла ко мне домой, так что я решила красиво одеться, свободно, так что... Можешь не закрываться. Мария такое платье одела для вас. Да. Все, уже 12 человек в эфире. Отлично. Что не работает? Что не работает? Да, нам, наверное, связь, да, надо проверить. Нет, работает все. Привет, прекрасные дамы. Все. Добрый вечер всем. Отлично, отлично. Так, как нас слышно? Прекрасно слышно. Как видно. Сейчас начнется. Ну, может быть, если хорошо слышно, может быть, начнем с любви, поставим сердечки. Все, Да, чтобы точно да, быть да, да, уверены. да, да. Сейчас пусть там подбирается, пусть. Хорошо слышно и видно, написали. Отлично. Ну, супер. Добрый вечер. Написали, девочки, сохраните, пожалуйста, запись эфира. Сохраним же, да? Конечно. Но если Мария ничего не наговорит лишнее, то сохраним. Кто знает? Да, кто Нет, знает, лишнего, я да. думаю, что у нас будет хорошая беседа. Да. Передаем, если у вас там холодно, передаем вам все наше тепло из солнечного Египта. Да. Так, может быть, у вас плохой Wi-Fi, потому что так хорошо видно у Марии, вот, ну, мы дома. Ну вот, Мария, расскажи, ты у нас теперь гражданка Египта, да? Да. Как ты себя чувствуешь, гражданка Египта? Ой, я получила гражданство и, честно говоря, очень рада. Сами египтяне не могут вообще понять моей радости, я честно. Но иностранцы, кто здесь живет, особенно работают, меня очень хорошо поймут, потому что, друзья, сейчас вводится еще очень много правил. Например, не секрет, что если вы были в Египте до этого, раньше можно было визу сделать за 250 фунтов. Сейчас это, Вик, сколько там, $70? Сколько? 70 или 60, то есть это надо в долларах. Как? 140? $140? Я Серьезно? в последнее время делала 140 и Маркусу 140 долларов. Вы представляете, друзья, и надо идти в банк, специально менять, потом эту квитанцию им предъявлять. То есть это получается 140 долларов, но это сейчас где-то 7 тысяч фунтов. Вы представляете, как изменилось, да? Раньше 250 было фунтов египетских, а сейчас 7 тысяч. Это раз. Два, если вы работаете в Египте, но я буду про свою профессию говорить, у нас есть такой налог на нашу деятельность. То есть если я работаю с агентом, мало того, что он берет с меня налог, плюс еще он должен специальному музыкальному сообществу платить налог. А он совсем примерно, ну, где-то чуть больше, чем 100 долларов стоит налог в месяц. В месяц. Причем тут еще такой прикол, если у вас нету визы или ваша виза закончилась, вам автоматически вырубают телефон. То есть, а тут в Египте есть такое понятие waiting stamp, то есть ожидание, штамп на ожидание. Так вот, если вы пойдете в телефонную компанию, им абсолютно все равно, то, что вы поставили штамп на ожидание, им нужна виза. Вот, поэтому, когда у вас заканчивается виза, вы в прямом смысле думаете, что ты все, ты в стране не можешь сделать ничего. Особенно у тебя, ну, как будто на тебя наручники надели. И, конечно, когда ты гражданин этой страны,
Тут совсем все по-другому. Но все равно, я скажу, египтяне очень ревностно относятся к этому. Они всегда... Почему она получила гражданство? То есть они, ну, они просто очень ревностно относятся. Какой-то мужчина написал: "Ничего себе, можете стоя все это рассказывать?" Ну, в конце, может быть, я, конечно, Я же тебе говорила. благодарю. Наверное, вы мое платье заценили. Нет, Да. ну, длина у меня приличная. Не, ну отпусти собаку, она хочет, у нее там такое платье красивое, Мария. Ой, боже, не смущайте меня. Собачка в туалет хочет, написали. Не ходит пока собачка в туалет, он хорошо Девушки, спит. привет, спасибо за интервью с Марией, умница и красавица. Да. Благодарю вас, благодарю. Главное, чтобы во благо было. Вот. Давайте сейчас Какие это... упругие у вас глаза. И платье тоже. Ну, в общем, да, шикарная женщина. Вы Так, понимаете, но мы на это и я же очень рассчитывали. люблю Викторию. Мне надо поднять рейтинг ее канала. Ну, понимаете же, мы же артисты, мы люди творческие, мы же все это понимаем. Поэтому для того, чтобы поднять рейтинг, надо, надо просто Нас немножко... в Крым приглашает Мария уже. Куда? В В Крым? Крым. Ой, спасибо большое. Ни разу, кстати, там не была. Вот. Но у меня вот там, кстати, ученица моя Дианочка, которая у меня учится, вот они из Крыма. Смотрю всегда, вот когда мама ее ездит, смотрю всегда видео и фотографии, очень красиво там. Спасибо за приглашение, надеюсь, что мы и туда доедем. Доедем, Ну, доедем. это надо посмотреть родные просторы. Давайте что-нибудь Написал, да, главное веселые, не обидчивые. Конечно, конечно. Ну давайте что-то по существу, а то сейчас я начну вопросы задавать, если вы не будете. Ну, давайте. Я не против. Не против, да? Ну, конечно, нет. Слушай, а эту тему, которую ты вот говорила, о том, как у тебя проходили всякие там кастинги, вот это еще в наших странах мы потом раскроем, я так понимаю, да? Ой, ну это ты как хочешь. Не-не-не, ну это ты только... Это был такой вот интересный комментарий. Наша подписчица захотела, чтобы я рассказала про шоу-бизнес, э, и не упоминая имена известных людей. Вот. Но я немножко расскажу просто о себе. Я училась в школе эстрады, кино и телевидения под руководством Яны Чуриковой. Анита Цой и Александр Маршал были моими наставниками. И год я пела на Пятом канале, вот, от школы ЭКТВ каждую пятницу на Пятом канале, это московский канал, проходили концерты. И я выступала для известных людей. Еще тогда и Кобзон был, и Царство Небесное, и Надежда Бабкина к нам приходила. Ну, все известные, вот, А-студио, там и группа «Блестящие», и кого там только не было. И они вот приходили, у нас были как бы живые концерты, мы пели вживую, и у нас как это, как соревнование было, то есть, и они нас как бы судили, то есть они были нашими, ну, там, наставниками и судьями. И мы всегда выступали перед звездами. Вот. А потом уже и поэтому у меня было также очень много конкурсов. Я участвовала в X-факторе. Я дошла до второго тура. Это Алла Борисовна Пугачева тогда это устраивала. Отпусти собаку. Ну, он не хочет уходить от меня. Что такое? Маленький пушистик. Вот, X-Factor, ну, там, конечно, я скажу, друзья, обидно, потому что я столько видела очень талантливых певцов, артистов, музыкантов. Ну, ну, Алла Борисовна, она сама безумно талантливая, но она всегда выбирает, я бы сказала, клоунов. Вот всегда клоунов. Да. Да-да, очень странные исполнители. То есть вот то, что они показывают на экране, понимаете, вот такое впечатление создается, как будто у нас, блин, не петь некому, нет. А на самом деле столько талантливых ребят, но когда они себя вот спрашивают, например, когда ты приходишь на конкурс, они спрашивают: расскажите о себе. Ну, я певица, исполнитель, у меня свой сайт, у меня есть свои песни. А зачем вы сюда пришли, они меня спрашивают. Зачем вы сюда пришли? Понимаете, их не интересуют талантливые исполнители, а их вы не представляете, какое безумное количество.
Там 5 часов в очереди стоишь, чтобы на этот конкурс попасть, просто на прослушивание. 5 часов зимой на холоде люди стоят. Гениальные просто, вот поверьте, у нас столько талантливейших и шикарнейших певцов, они не давали им вообще проходу. Это, ну, в то время, когда я на конкурсе, так прям ни тиктоков не было, ну, интернет не был такой прям популярной платформой, как сейчас это. Вот. И в «Голосе» я дважды участвовала, и второй раз я прошла. Но когда я захотела, то есть, уже на телевидении, мне сказали, что я должна, для того, чтобы пройти, заплатить входные $5000. Я решила, что мое самолюбие уже, порадовалось, то, что я прошла, потому что первый этап — это когда, вы посылаете свою запись им на почту. Вы представляете, сколько, ну, со всех стран посылают им на почту, песен? И всех из песен ты туда попадаешь. А потом ты еще проходишь и когда, ну, прослушивание, то есть всё, ну, как бы я уже прошла это прослушивание, там очень много сидит жюри, там огромный такой холл, поешь ты акапельно, без музыки, стоит микрофон, темнота такая, Класс. они на тебя смотрят в экраны, на больших экранах, там задают вопросы, просят тебя спеть одну песню, вторую, там разные виды песен, чтобы понять ваш диапазон, вокальные данные и прочие вещи. И вот эту вот всю тему я прошла. Ну вот, чтобы попасть на телевизор, то есть мне надо было определенную сумму заплатить. Вот, я так понимаю, сумма увеличивается по ходу дела. Если вы хотите туда попасть, это одна сумма. Если вы хотите, чтобы повернулось жюри, это другая сумма. Ну, если вы хотите уже дойти до финала, то есть там вообще будут, там вообще будут другие цифры, поэтому, да, к сожалению, это дело все коррумпированное. У меня вот моя, если вы забьете Диана Вахиба, вот она представляла Египет на «Голос дети». Вот она прошла, и то по ошибке. Ей одну песню сказали петь, которая совершенно ее вокальных данных не показывает. Но ее мама хитростью как-то смогла сделать так, чтобы вот она спела другую песню, и жюри вот как раз Баста на нее повернулся. Но так все равно же ее из второго тура убрали. Поставили с ней девочку, которая на 5 лет старше ее. Ну, здрасте. Слушайте, за 5 лет голос, знаете, как может измениться? Ну, кто так делает? Ну, то есть все сделали для того, чтобы она ушла, но потому что там, да, к сожалению, очень много конкурсов я проходила, у меня очень много грамот и наград, но да, у нас в России это коррумпированная тема. Вот даже Сивака я смотрела интервью, в России он не смог, он и реально добился успеха вот на каком-то телешоу на Украине. Вот там, видимо, может быть, как-то более лояльно к этому относятся. А вот у нас сейчас, мне кажется, наверное, все-таки потому, что можно выставлять свои видео в Инстаграме, там, в Ютубе, наверное, это будет, у себя можно самому, в принципе, раскручивать. А раньше даже вот мне девушка зазвонила, она нашла мои песни в Ютубе, и она, значит, куда пошел? И она, значит, позвонила мне и сказала, мы вас с директором Первого канала там свяжем, вот свяжется с вами человек, вот программа очень такой, достаточно популярная была, петь что-то такое с живьем или что-то на Первом канале, вот. Но он мне сказал, что мне нужен спонсор, потому что он начал мне называть цифры, ротация на, вот, например, Европе плюс или ротация на радио, это космические деньги. А снять свой видеоклип, например, у Виагры, там самый дешевый, начинался с $60 000. Вик, представляешь, Да 60 ты тысяч чё? долларов. Да, $60 000. То есть, ну куда у меня, да я еще тогда студентка была, ну откуда у меня? Мне даже предлагали, как этот, группа «Мираж», знаешь, это, мне хотели купить мой голос. То есть подошел один продюсер и сказал мне, давайте вы будете петь песни, а ну, в телевидении будут 3 девочки моим голосом петь. У тебя тут куча вопросов уже, потом будешь отвечать, да? Да почему? Я сейчас Сейчас, да? могу. Ну давай. Конечно, давай. Так, ну давай.
Мария есть в Инстаграм? Есть. Я под Конечно. видео оставлю. Я всегда под ее видео буду, ну, вот, Мария Торрес, нижнее подчеркивание, official. да. Да, А вот это видео загрузится, завтра оно будет уже в загрузках, и я там под видео оставлю, если да, оставь, забудет. конечно. Есть, конечно, Мария, Инстаграм какая и у вас Фейсбук. мечта, к чему вы стремитесь? Ой, ну, о глобальной, если мечте, мне бы хотелось сделать свое шоу. Вот. Я пока не хочу говорить про идею, но идея моего шоу, оно вот существует. Хочется сделать что-то такое, что будет интересно, адаптировано для туристов здесь, но и с таким классным смыслом, потому что мне кажется, что сейчас смысл любви, поддержки, он очень актуален. Хочется сделать что-то такое, чтобы вот люди выходили с ощущением чего-то глубокого в душе. Вот понимаете, и шоу основано с красивым светом, с классными танцорами, с интернациональными танцорами. У нас сейчас очень много в Хургаде танцоров из Англии, Колумбии, Бразилии приезжают. Вот хотелось бы иметь вот такую интернациональную команду и сделать вот свое шоу. Это если такая, ну, большая мечта. Если поменьше, у меня мечта купить машину свою. То есть вот я об этом мечтаю, и вот мне очень это хочется, если, ну, такое, если из материального. А, ну да, наверное, вот это такие у меня. Следующий вопрос. Мгм. Написали, да, у вас все получится. Спасибо Каждый раз, большое. когда смотрю Марию, каждый раз влюбляюсь в вас. А вы представьте, что со мной творится. Меня уже Кондратий трясет во все стороны. Благодарю вас. Приезжайте к нам в гости. Нельзя так одеваться, подумайте о зрителях мужицкого пола. Так мы на это и рассчитываем. Все, мы рассчитываем на то, чтобы поднять рейтинг Виктории. Я же говорю, Да. я так люблю Вику, но я Чай. понимаю, Вика чем, рада. да, чем, как говорится, привлечь аудиторию. Машенька, что вас сейчас радует? Но меня радуют, например, такие встречи, как сейчас, потому что Вика для меня открыла мир еще с той стороны. Например, я вас не вижу, но я вас чувствую, и для меня это огромная радость. Меня радуют новые песни. Вот как раз Вика пришла, и я уже новую песню репетировала. Вот потому что каждая песня для меня как новый мир. Я очень люблю свою профессию в этом плане, потому что никогда все каждый раз по-новому. Меня радуют мои друзья, встреча с друзьями. Меня радует то, что я имею возможность делать то, что люблю. И меня радует то, что моя работа это дело моей жизни, это мое любимое дело. Это огромная радость. Меня радует природа, возможность выйти, пойти искупаться в море, понимаете. В принципе, да я достаточно позитивный человек. Если я в хорошем настроении, так у меня вообще все радует. Да и вообще надо быть благодарным, потому что сейчас такое время, что надо просто радоваться тому, что вот ты смотришь, и красивое небо, все тихо, мирно, и это уже огромная радость, что мы можем жить, и у нас все есть, как говорится, крыша над головой, хорошие друзья, вот. Главное, родители, чтобы были здоровы. Да, вот это и есть радость, огромная радость. Точно, это точно. Так, спасибо, Вика, спасибо, Машенька. Дай Бог вам счастья. Благодарю от Так. души. Что вас вдохновляет, Мария? Меня Тут вдохновляет. еще, знаешь, пишут, появились любители, покажи стопы. Я же тебе говорила. Стопы. Такого у меня еще не было. Слушайте, ну, вы спросили сейчас неправильно человек, поскольку я постоянно стою на каблуках. Я не думаю, что это, вы знаете, как это недавно смотрела фотография буквально в Фейсбуке, бедные вот эти балерины, то есть их ноги без пуантов. Это просто вот эти бедные пальцы, все в синяках. Ну, жуть, жуть. Вот в пуантах они очень красиво смотрятся, а вот
без плана это без слез не взглянешь. Ну как, слушайте, у меня примерно такая же ситуация, потому что я все время стою на каблуках. Поверьте, наверное, мои стопы вас не возбудят вообще Но это никак. вы приходите на концерт, а Мария На там ходит на в концертах туфлях, я а красива, вы там да. будете вот смотреть на ноги тогда уж. Да, да, Ой, да. Ну вот. почему вы решили переехать, в Египет жить? Слушайте, ну, сама не знаю. Это так получилось. Мне кажется, вот это как-то вот так само вышло. Я достаточно много путешествовала по миру, и и в Майами я была, и во Флориде, я в Вашингтоне, я в Америке жила, Финляндия, Швеция, Турция, Болгария, Греция. Ну, я счастливый человек, и как бы, видела достаточно много стран, и еще хотела бы, конечно, попутешествовать, увидеть, еще сколько можно увидеть. Как-то вот с первого раза приехала, чем-то меня эта страна заманила. Вот этот запах кальяна, что-то тут есть, что постоянно тебя возвращает обратно. Но потом я еще встретила свою любовь настоящую здесь. И, не знаю, мне эта страна очень много дала, очень много. Вот говорят, город есть, который тебя принимает, есть страна, вот тут у вас копечки, и все у вас тут идет. Но мне эта страна дала новых разных друзей, мой первый дом, мою настоящую любовь. Понимаете, моя любимая работа здесь. Здесь ну, получается, что здесь я выступаю каждый день. У нас, например, сезон это выходные, да, там пятница, суббота обычно, да, и то есть как бы, а здесь это, ну, это каждый день. В плане работы тут, конечно, в моей сфере мне здесь комфортнее. Наверное, вот это тоже был один из главных факторов, потому что все все для того, чтобы я могла творить, и вдохновляться, ну, и работать. Потому что я не люблю, дома сидеть. И это не моё, ну, это не моё. Ого, с такой энергией, ты что? Я бы тут расплющила. Вот. Мне нравится, что здесь, постоянный сезон. А мне нравится, что здесь сухой климат. Мне нравится здесь, что есть возможность интернациональных людей очень много. Вот, можно знакомиться с В разными. каких отелях или ресторанах вы поете? Ну, это вот давай говори, что пришли. Значит, я пою по всему побережью Красного моря. Я работаю в Хургаде, например, на Марине. Вот, очень хорошие рестораны. Мне название назвать? Ну, чтобы они хотят просто прийти. Вот если Тут прийти. же ж, Значит, ну, по субботам я работаю в Ваниле. Раз в месяц, это значит, Марина, скажи, это Марина. на Марине, да, в Хургаде. Ваниля. Да, Ванила. 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 Вот, это с 8 часов до 11, пожалуйста, приходите. Потом Лондон-Бридж, если вы знаете, это воскресенье. Там я начинаю в 11:30. Вот, у меня начинается концерт. Потом каждое начало месяца я работаю в Ля Каскада, новый ресторан, тоже на Марине. Из отелей я работаю в Сома Бэй, это Кемпинский и Робинсон отель. Это дорогие, можно сказать, шестизвездочные отели. Вау. Вот они высокого уровня. В Макаде, Кзанаду Макаде, каждый понедельник. Вот. И работаю в Порт Галибе на Марине. Место называется очень популярное сейчас больше Хакуна Матата. Каждый четверг я там. Ну, в общем, у меня такой плотный график, пожалуйста. Вам бы хорошо на мой Инстаграм. Инстаграм внизу будет. Да. Там вы будете Там следить. постоянно я где- выкладываю афиши. То есть, пожалуйста, подписывайтесь, и вы будете видеть всю информацию и весь мой гастрольный, так сказать. Можно послушать в План эфире ваше исполнение. Но это если я приду и буду прямой эфир вести со сцены. Мария начинает петь, когда я ложусь спать. Понимаете, я же школьница. Я никак не могу привыкнуть к жизни такой. Расскажите про своих родителей. Где они? В Москве, да? Да, мои родители, они живут в Москве. Моя мама, она кандидат химических наук, мой папа кандидат физмат наук. Вот, в перестройку
Папа уехал в Америку, он там немножко работал. Мама у меня шила одежду на заказ. Ну, выживали как могли. Потом начались 90-е. Они, к сожалению, ну или к счастью, я не знаю, они заполняли вот анкету, им предложение было вот там в Австралию полететь как кандидатом наук. Но у меня родители патриоты, они отказались. И научная деятельность тогда в 90-е, она особо не поощрялась, поэтому мои родители, они открыли свое первое туристическое агентство в городе. Они переехали в Обнинск, это Наукоград России считается. У нас там атомная станция, это 2 часа от Москвы, Калужская область. А так родилась я в Москве, когда они еще диссертации свои сдавали. И они открыли туристическое агентство, что, в принципе, открыло возможность путешествовать по всему миру. На данный момент мои родители, они пенсионеры. У нас очень много родственников в Воронеже, поэтому, поскольку у меня дедушки не стало в корону, они сейчас ухаживают за моей бабушкой, за маминой мамой. Она уже старенькая, и с папиной стороны ни бабушки, ни дедушки уже у меня не осталось, к сожалению. И сейчас они больше занимаются домом, огород, такое больше. Надеюсь, что они сюда все-таки приедут. Тут столько мужчин пишет. Мария, скажи, пусть он не подписывается на канал, потому что это совершенно случайные. Ага. Пишут, что я сегодня успокоительные выпила, тут вот такое в эфире. Не, мы рады мужчинам. Так, ты рассказала. Темы народности, природы и тому подобное хочется слушать. Что такое? Не поняла ничего. Так, ты про Египет рассказала. Почему вы не ведете свой канал? У вас такая энергетика невероятная. Они просто не знают, что такое монтировать видео, понимаешь? Это хорошая идея. Я сейчас думаю над идеей, вы меня попросили, может быть, в конце-то я и спою. Максим, главэксперт, ого, какая талантливая девушка. Эта девушка-певица, самая известная в Египте среди русскоязычных. Подписывайтесь, у нее там куча интервью. Может, что-то еще будем рассказывать систематически? Ой, так захотелось сразу спеть песню вот это. Ты жди меня там, и я приду. Жди меня там, тебя я найду. Вау, Жди меня там, где не болит. Ты жди меня там, ты жди меня там. Вау. Блин, я себе представляю, как люди оргазмируют, когда на концерте. Ой, Я тут без музыки уже как я балдею. раскудахкалась. Я думаю, что там на музыкальную тему, я думаю, что надо мне подружка говорит, как раз Финесса, она профессиональный видеомейкер. Я думаю, что надо мне скооперироваться, что-то такое на музыкальную тему, может быть, сделать действительно. Спасибо за идею. Я об этом подумаю. Я, честно говоря, не думала, что будет интересно вам, скажем, моя личность в плане как не певицы. Тут же понимаете. А тут, оказывается, спасибо. Я над этим подумаю. Да. Опять же, я что-то было, конечно, на музыкальную. Ты можешь вот так вот, знаешь, рассказывать что-то, спеть, рассказывать, спеть. Да. Знаешь. Мария, такая квартира интересная, как студия одна часть. Так, Мария, какие у вас творческие планы на будущее? Ой, друзья, у меня, например, мне очень, кстати, если у вас есть знакомые или друзья, которые пишут музыку или слова, я исполнитель больше. У меня есть свои песни, некоторые, которые бы я хотела еще, наверное, уже больше другую аранжировку сделать. Но я, конечно, я в поиске композиторов и писателей, поэтов. Если у вас таковые есть, я бы была очень рада, потому что мне, конечно, хочется, чтобы были мои песни тоже. Понимаете, хотя очень люблю тоже кавера петь, потому что каждая песня по-своему ее чувствуешь. Вика смеется, значит, что-то там. Я тут просто что-то смешное прочитала, да, я с тобой поделюсь. Мария,
нужно наслаждаться, это в нашу тему, нашей Так. местности. Нужно наслаждаться тем, как мужчина ведет себя в начале, потому что больше ты этого человека уже не увидишь. Я сейчас запомню. Это вот в нашу тему, где мы Ну живем. да. Потом Ой. больше все ты вот в натуре ты Как тонко подмечено. ну, это Вот это сразу видно, что человек жил в Египте. Да. Из нашей компании. Ой, Да. это так прекрасно, знаете, когда поймешь, что вот эти секреты этого менталитета, становится очень весело. Вот. Так что. А не видела видео тут недавно в Инстаграме видела Какая-то Эстер, написали, вы знакомы с Эстер? Эстер. Нет. А это кто? Алисон какая-то, я не знаю, это новые люди. Эстер. Вот это бидоны. Я говорю, мужчины у меня все такие, Ой. ну ничего, Мария, ну что сделаешь? Ну да, ну. Мария, вы не только талантливая, но и с интеллектом. С Марией общаться, это вот сидишь и Благодарю вас. оргазмируешь. Спасибо Ничего не большое. надо. Ну, понимаете, Супер. ну, слушайте, я понимаю, что я одела провокационное платье сегодня, но это в ту тему, Я просто понимаете, люблю такое. ну, я же знаю, ладно, поэтому, ну, простите меня, я могу быть разной, понимаете, а тут же сейчас идет эффект на Вику больше. Да. Понимаете, можно быть разной, можно быть... Не, ну я же постоянно люблю оргазмировать. И Мария вот это имя слышит от меня. И думает, ну как бы одеться? Ну да. Какое вам нравится мужское и женское имя? Мужское и женское имя. Говори. Да. Ну, это арабское или русское? Не, русское. Русское. Что, сын? Мне нравится Дмитрий, например. Александр. Красивое имя. А если женское, Через часочек. ну, я думаю, что София. Красивая очень. Давай. Мария. Мне тоже нравится. Я думаю, да, вот София и Мария мне красивые имена. Потом Елизавета. Тоже очень красивая. Так что мне кажется, вот да. Я принесу всё. Что поделать? Что поделать? Эфир эфиром. А Да, мужчина. Представляешь, и только да, покормила, как маленький выходила. начинает. Ну, Ну, даже, вот, растет. да. Так, следующий вопросик сейчас задам. Арабские имена какие нравятся, написали. Арабские мира. Написали Ну, красивое платье, кайф. благодарю. Куда смотреть-то, глаза разбегаются. И у меня мужчины откуда столько взялось. Вау. Ну, слушай, ну, у нас обычно очень много классных женщин, девушек. Ты будешь одевать короткие платья, мужчины пишут. Короткие хорошо. платья. Ну, слушайте, приходите на мои концерты. Да, Мария, Ну, ты- это, ну, разные. Но не Не. такие, что прям, знаете, интимные места показывать. Да. Это не мой стиль. Но есть покороче колено у меня в арсенале, конечно. Разные образы есть. И длинные, и короткие, разные. Ставим лайки, подписывайтесь, все новые, кто новые люди. Давайте, будем Мария, рады. чем вы днем занимаетесь? Днем у меня я веду уроки вокала, я хожу в спортзал по утрам, да, и потом веду уроки вокала. Если есть у меня свободное время, значит, я учу новые песни, Да. репертуар. Сказали, почему я не в кадре. Ну, потому что я за кадром. Там нет места, видите, что Мария вот заняла всю территорию. Почему? Зачем мне в кадре, если ты сегодня в кадре? Зачем? Я могу Ну, это любого... красиво. У Вики такое украшение красивое с ракушечкой. Это мне, знаешь что? Это мне от глаза. Вот это. Шифруется. Да. Ваше любимое блюдо, зайка? Мое любимое блюдо. Слушайте, ну, Кстати, даже я не знаю. да я даже сама не знаю, наверное, какое мое. Я, честно говоря, не прихотливая в еде. Но если, как сказать, вот если думать, потому что я очень скучаю по нашему творогу. Вот творог, я очень люблю творог. А любимое блюдо?
Ну, я, наверное, люблю мясо, я люблю шашлык, вот с овощами. Я очень овощи люблю. Вот салатик, мне нужно, чтобы всегда был салат. Ну, такой свежий, наверное. Без салата я просто голодная. Вот. Я люблю борщ. Ну, я такой, слушай, нет ничего лучше вот на свежей картошечке, нарезанного салатика, всего. Для меня это вот... Я очень И простая я тоже, да. в Молодец. еде, честно говоря. Вот. Тут написал, ты цыганка. Ну, блин, мне тоже все время Нет, говорят, что я цыганка. нет, не цыганка. Кефир в Египте супер. Да, неплохой, Если сериалы, кино, то какие? если сериалы. Слушайте, ну я люблю вот старые, типа «Клона», например. Да, Вот да, да, такое да, мне да. заходит Да, хорошо. мы же восточные Вот, женщины. потом вот это «Война престолов», вот это вот я люблю тоже. Ну, разные. Ой, еще этот был сериал вот на Netflix «Бриджертон». Мне нравятся вот эти исторические очень Тюдоры. Или Тюдоры, наверное, Тюдоры. Tudors, ну, по-английски Tudors. О, вообще очень рекомендую. Шикарный. Люблю я вот эти исторические, мне очень-очень нравятся телесериалы. Вот. Фильмы я старые люблю, типа «Привидение», «Красотка». Ну, мне вот такое все нравится. Я такой человек. По России Поностальгировать люблю. я такая, кстати, тоже. Мгм. По России не скучаете? Скучаю. А мне очень не хватает нашей природы. Я очень люблю. У меня, поскольку у меня живут в Воронежской области родные, я очень люблю гулять по Сосновому Бору. Я очень Слушай, это люблю что запах. такое? Ну да, это вот мои поклонники мне дарят вот Смотрите, такие вот видите? цветы на концерты. Да, Сейчас я вам моя покажу тут лучшая ее подружка. местечко. Сейчас, на секундочку, покажу ее Ой, местечко, Настя. где она поет. Смотрите. Я вот тут пришла, она мне уже песню вот тут спела. Это у нее студия вот такая, видите? Спальню не буду показывать, потому что Ну, мне это шикарное место вообще. Это вообще... Как ты это делала? Это талантище. все сама. Я Это не проектировала, у Мария. меня ну, квартирка Мария маленькая. еще дизайнер. Да, то есть у меня друг, он делает мебель, то есть все спроектировано мной. Везде шкафчики, все открывается, даже в пуфике можно что-то хранить. Супер. А поскольку места мало, вот я люблю сама все нарисовать. Я же художественную школу закончила Да ты 6 лет. что? Да, да. У меня же эти настенные росписи-то это я рисовала перед Вот это, домом. да? Да. Так что, Вообще. поэтому я человек Талант. творческий, я люблю сама. Но мне вообще дизайн, это все тема мне очень нравится. Ну, расскажите про семью мужа, мы пока это не будем говорить, если это уместно, конечно. А Но про семью мужа? мы уже как бы с тобой как Да, бы... да, да. Вам, ну что рассказать? Они просто, я бы сказала, это просто среднестатистическая семья. Отличные люди. Вот у моего мужа брат младший, 2 сестры. Одна сестра его стала очень популярным косметологом, она даже в Каире. Вот, она была там на всяких разных телепрограммах. Вторая сестра его, она мама 3 детей. Вот, они замужем. У брата недавно вот родился сын, и он назвал его именем мужа. Вот. А папа, ну, папа уже болеет, уже старенький, поэтому я думаю, что его время скоро придет. Мама у него очень хорошая, моего мужа. Она, несмотря на то, что египтянка, она работает, занимается домом. Вот. Так что хорошая семья. Не могу, тут сумасшедших людей много. Не могу, вижу уже, что захотели. Я уже Стопы и платье покажи, все покажи. Ой, Ну, это платье. представь, Ну, слушай, мужики какие. Вы приезжайте в Египет, приходите к Марии на концерт. Вот под приходите. видео будет Приходите, увидите меня в полный Инстаграм. рост, с красивыми туфлями, Да. ступнями. Ступня. Ну, ступнями я вот, честно говоря, ну, в туфлях вы меня точно увидите с красивым педикюром, Да, да. маникюром. Мария, да. Расписание вы увидите на Инстаграм. Инстаграм я оставляю Да, под да. видео. Вот видео загрузится, и завтра будет Инстаграм. Ну, уже там под видео. Ой.
Вам желаю самого лучшего, Благодарю вас. Мария дорогая, да. От души благодарю. Спасибо Вес большое. какой спрашивает? Ну что такое? Ну мужчины, ну боже, ну она очень такая вот правильно сложенная, все как надо, ничего Да-да-да. лишнего. Ничего лишнего у меня нет. У меня Супер. вес полностью соответствует моему росту. Да, да, да. Все Ростом, шикарно, рост видите у меня как. 1,65 м. Я средненькая, я невысокая. Но Да. на каблуках, ну, каблуки наши высокие. У меня могут быть 15 сантиметров Да, да, Мария каблуки. очень эффектная, с прекрасной энергетикой, поэтому будете в Хургаде, обязательно ее найдите, там уж где-нибудь там выловите Марию. На руках вы меня точно сможете носить, ну, Да. если вы хотя бы чуть-чуть занимаетесь спортом. Если нет, тогда, я думаю, будет вам тяжеловато. Так и написал мне, а ты представляешь, ты говоришь, я еще не видела смс-ку, а он пишет, мне важно, смогу ли я поднять или нет. Сможете, сможете. Не-не-не, все нормально, она Ну, я такая, не в каждой руки, слушайте, не-не, ну это этот, если, это надо, знаете, как вам прийти с такими, как бы, с подарками, еще Мария, она такая ну серьезная, она да, сразу увидит, вы какой, ну, как бы, да. претендент на ее То есть вы сердце. Так просто не. А я еще сзади буду стоять с рогаткой. такую Это возможность, не так это надо просто. еще заслужить. Это еще Виктория сзади будет Да, с еще и рогаткой Виктория. стоять. Вы что? Тут у меня команда большая. Мария замужем вроде, не замужем она, так что Нет. сердце открыто, постарайтесь и давайте подсуетитесь. Господи. Египет открыт. У нас это что это? Ну что? У нас же не программа «Давай Так, а вы, ну поженимся». ничего страшного, всякое бывает. У меня вон 2 девушки Вы с Ютуба понимаете, вышли девчат? замуж. Короче, девчонки, вы понимаете, я в следующий раз жду вас здесь. Да, девочки, извините, у нас Секрет, красное платье, черная, красная классика, в общем, всегда рулит. Понимаете? 31 год плюс-минус 15 сантиметров. Да. Добрый и красивый. Мария замужем. Бэдзум какой-то без имени. Тогда я влюбился, пишет. А вы где живете? Давайте, приезжайте. А то я сегодня с Марией беседовала, что она будет чудесная Напишите, мама. пожалуйста, вот, Вика, даже интересно, какой у нас вот географический Вот где вы размах. находитесь, Да, да? где вы находитесь, чтобы мы вот знали, из каких городов, там, из каких областей. Вот даже интересно, какой у нас размах-то. Вот. Я в Красногорске. Да ничего страшного, у нас сюда О, разные приятно люди приезжают. познакомиться. Так это прекрасно. Вы бы, если увидели, как Мария зажигает на сцене, вы бы плюнули все, взяли бы билет и прилетели, понимаете, сюда на месяцочек. Да. Ну, а Ну, что? есть что посмотреть, послушать. Вот вы понимаете, у меня тут был случай, пришла ко мне девушка на концерт и говорит: "Я за вами все время следила в "Инстаграме". Но, говорит, ну, было прикольно, но вот сейчас я приехала к вам специально вас послушать вживую". Говорит: "У меня мурашки бегают, у меня Вот, совсем другое восприятие". вот. Конечно, друзья, вы понимаете, это же, песня и вообще общение с людьми — это же энергия. То есть, конечно, я делаю все по максимуму, и вы можете почувствовать, ну, кусочек той энергии, что я могу через экран вам транслировать. Но это совсем другое, когда я вас вижу, когда я вижу ваши глаза, когда я вижу вашу улыбку, понимаете? Когда я могу направить, всю свою энергию на вас, конечно, у вас будут другие ощущения. Поэтому если вы все-таки решите провести отдых в Хургаде, пожалуйста, я буду безумно рада вас видеть на своих выступлениях. Поделиться с вами самым дорогим, что у меня есть, это моей музыкой, моей душой. Улыбка у Маши просто прелесть и голос. Это тот редкий случай у Марии, когда у нее внутренняя красота совпадает с внешней. Вот у нее внутри так же, как ее улыбка, представляете? Вот такая она. Как мне повезло, что я могу с ней общаться. Но вы приезжаете и там уж как-то караульте ее после концерта. Ну а что? Всякое может быть. Я всегда Ой, слушай, я придумала. Так, ну это же будет запись. Вот, Мария, скажи, какие вот качества ты ценишь в мужчине? Скажи. качество. Слушайте, но вот если бы мне этот вопрос задали в 20 лет, я бы, наверное, ответила по-другому. Да. Но мне очень важно, чтобы мужчина был умный. И Я, добрый. да, я не люблю дураков вообще Да. ни в каком смысле. Вот, добрый,
Знаете, как у меня папа всегда говорит, мужчина сказал, мужчина сделал. Ответственный, чтобы мужчина был надежный. Потому что когда ты уже успешная, самостоятельная, ну что, это вот единственное, что ты себе не можешь. Это вот ты должен за мужчиной чувствовать себя, как вот всегда говорят, за каменной стеной. Не просто же ведь так говорят. Вот с мужчиной должна быть полная безопасность. Но для меня еще важно, чтобы мужчина был друг. Вот понимаете, я не люблю вот это вот, и это огромное счастье, если вы со своим мужчиной можете быть собой. Понимаете, не как вот Во-во. некоторые встают в 4 утра, чтобы накрасить, и не дай бог он тебя без макияжа увидит. Бывают такие, Слушай, у меня слушайте, была слушайте. такая знакомая, она так жила 5 лет. Ну это Потом они кошмар. развелись. Ну, понимаете, чтобы мужчина вас любил не за вашу фигуру, потому что вы поймите, ну это не к тому, что я призываю расслабляться, надо, я к тому, чтобы ну, держать себя в форме, ну, Вопрос. стараться. У всех разные, там, я понимаю, генетика, там, возможности, там, кто-то, да, там, здоровье, щитовидка, ну, много причин, почему, например, трудно это делать, да, там, ну, или что. Но надо стараться, нельзя, девчат, останавливаться, и все. Я вот это вот вам говорю и себе говорю все время, да, вот самомотивацией занимаюсь. Вот, но всякое оно бывает, и я за то, чтобы, ну, как бы, приведу пример, вот, у меня папа и мама 45 лет вместе. Какой-то 45 лет какой-то вместе. мужчина спрашивает: "У вас есть мужчина?" Нет у нее мужчины. Вот Нет. сейчас отбираем, она говорит, свои требования, чтобы был умный Вот. и добрый, Вот надежный. 45 лет вместе у меня родители, и у меня еще брат младший, вот, и мама, вот, к сожалению, тогда еще вот неправильно делали операцию, то есть вторая, вот когда мой братик рождался, операция была очень сложная, маму перекачали этими всякими препаратами, которые сердце надсадили, все вот так вот разрезали живот, вот так от пупка до это. И, в общем, у меня мама начала резко набирать вес. Причем, ну, потому что огромный гормональный сбой произошел. И у меня мама даже ничего не кушала. Не потому что она ну, я думаю, что вот некоторые женщины, наверное, были в таких вот ситуациях. Но мой папа, он никогда ей не сказал, вот как вот Анита Цой у меня была наставником, она говорит, ее муж сказал, если ты не похудеешь, я с тобой развожусь. Друзья, ну что это? А если с ним что-то случится? Если у него там, я не знаю, попадет в аварию, ноги не станет, руки, она что, его бросит, И что ли? пиписьки не Ну, станет. ну что угодно может случиться, понимаешь? Что же это такое? То есть, если вы же у вас, понимаете, мужчина должен быть, ну, в моем понимании, это должен быть очень хороший друг. Друг, ну, все, понимаете, ваше все. То есть человек, который с вами пройдет огни, воды, медные трубы, он вас не оставит. Он и в хорошем, и в плохом, понимаете, так же, как и вы. Вы будете идти вместе по дорожке. Ну, я, может быть, идеалист, я не знаю, может быть, я еще фантазер. Наоборот. Но я так, я потому что родилась и выросла в такой семье. Вот, какой пример я жизненный видела, такого вот я себе и желаю. Вот. Еще я, конечно, люблю романтичных мужчин. Да, Ну, о, я точно, да, романтик, да, и для да, меня да, это да, важно. да. Послушайте, я не из тех людей, вот как это, а что ты мне не говоришь, что ты меня любишь, да? Ну, ты и так сама знаешь. Ну, вот это не мой вариант. И ну, женщины, слушайте, любят ушами. Э, Конечно, слова это все равно женщина смотрит на поступки, но, дорогие мужчины, слова это тоже важно. Ну, важно. Поступки это еще важнее, конечно, но все-таки мы, женщины, любим вот эти вот, ну, я думаю, может быть, конечно, женщины немножко те, которые феминистки, им все равно, но я к таким не отношусь. Да. Спросили тут еще вопрос от мужчин. Размер члена важен? Такого Не, ну мне... что? Послушайте, ну, знаете, Фрейд сказал, пока у меня есть один палец на руке, я могу удовлетворить женщину. А, Важно, чтобы мужчина, если он знает, как удовлетворить женщину и как ей сделать приятно, нет, не важно. Для некоторых женщин со мной, конечно, не согласятся. Там есть у нас подписчицы, напишите свое мнение, очень интересно даже, вот как вы думаете. Вот. Но есть очень много методов. Главное, чтобы мужчина, если он опытный, и если он любит женщин,
Он, поверьте, найдет метод, если у него там, скажем так, не слишком... Он найдет метод, как ее удовлетворить, вот что. Вот, правильно. Тут вот новые мужчины подтянулись. Можно познакомиться, девушка, но я оставлю инстаграм Марии под видео. Завтра оно загрузится, и будет обязательно инстаграм, так что подождите там денечек. Завтра оно будет в ютубе, там будет инстаграм Марии. Так что вы сможете добавиться и балдеть. Новые мужчины. Ага. Как делишки твои, вот пишут, так, вопрос, наладился гормональный фон у мамы или уже нет? Нет, к сожалению, моя мама до сих пор мучается. Периодически, ну, как-то вот там скачет туда-сюда. Но вот щитовидка, конечно, это. Плюс еще у меня мама-то уже, ну, только у моей мамы уже 64. Молодая. Вот, еще молодая, да, ну вот это. Но она молодец, она все время старается, то есть Что она делает, да, да? занимается спортом, то есть она это делает зарядку, то есть Молодец, вот. молодец. Сейчас я ее к нутрициологу вот записала. Вот, то есть она у меня не сдается, мама у меня борец. Ну. Вот. Мария в России, как часто бываете? Ты уже это Ой, говорила? послушайте, не была там 3 года, вот последний раз решила съездить на свой день рождения, вот 14 марта у меня был день рождения, и позволила себе съездить на неделю и собрала всех друзей. Я в Воронеже была и в Москве, и везде праздновала свой день рождения, снимала рестораны и собирала друзей, потому что мне было важно всех увидеть. То есть я когда прилетаю домой, я прям сразу пишу, что я прилетела, и Класс. да, чтобы вот. увидеть всех. Тут спрашивали просто день рождения, и кто Мария по гороскопу 14 марта. Марта рыбы. Рыбка, да. Вы напоминаете Элизабет Тейлор, очень красивая девушка. Благодарю вас. Да, есть это действительно. Благодарю. Точно. Но ты так очень меняешься в зависимости, какой образ у тебя, платье, правда? Ты Ну такая... да, ну я же... Ты похожа порой, знаешь, мне похожа, знаешь, на вот этот дикий ангел, вот когда волосы Ага, распускаешь, знаешь? come you're the Да, Lord. ты прям... Да, это вы мне сейчас с распущенными волосами не видели. Да, Мария сразу другая, хоп, и все. Да. Ну, а артисты-то мы же можем, понимаете, менять свой образ вот так вот. Длинные хвостики, коротенькие, каре, волны. То есть, ну, это наша фишка такая. Это хорошо. Да, это хорошо. Всегда интересно. Так. Ты знаешь, сколько мы уже в эфире? Русенька, 52 минуты. Ну, давайте еще несколько вопросиков, Ну, и давайте. все. Потому что так... Слушайте, как с вами интересно. Интересно, да? Ну. Не, но вы знаете, что у Марии платье, конечно, сексуальных, целый гардероб. Это мне нужно делать прямые эфиры 2 года, чтобы вам все показать. Ну вот иногда вас будем баловать, конечно, но не часто, чтобы вы не вот это как бы... Заходите на мой инстаграм, там Да, много да, и фотографий. Почем час? Ну, И видишь, разных образов, да. видишь, дураком будет... В общем, у тебя в инстаграме всякие прибавятся, Марусенька. Ну, что такое? Известность такое дело. Слушайте, ну, У каждой звезды должны быть психопаты, кто ноги любит, нюхать, там, смотреть, да, как? у каждого свой фетиш, слушайте. Я уж не знаю, Слушай, разделю какой я у тебя свои. фетиш и у меня? Вот ты меня знаешь. У меня фетиш это ровные красивые зубы. Я люблю да? я люблю улыбку. Слушай, Я люблю улыбку. И да, я люблю высоких мужчин. да. Наверное, это мой фетиш. Да? А еще я люблю, если мужчина, ну, как спортивные вот эти вот линии красивые. Да, у них вот здесь вот линии, такие, когда очерчивается пресс. Ну, короче, вот... Где ты показал, где пресс, да? Да, вот здесь вот косые мышцы. Ого! Ну Ты да. виртуоз! Ну, Нифига себе! Ну, как бы, слушайте, ну, все люди. Это У нас у да. всех Ты, есть... видимо, там танцоров насмотрелась, да? Почему танцоры? Нет, я люблю Слушай, спортивных ребят. это можем мы сделать с тобой тему отдельную, наш с тобой фетиш. А я даже не знала свой фетиш, представляешь? Но я не люблю перекачанных жуть. Нет, я не перегадаю. Я за естественно. Давай сделаем Я тему. люблю сильно. Какие нам с тобой мужчины нравятся? Ты будешь говорить, и я. Боже. Давай. Это опасно. Давай. Знаешь, такие, давай так не будет. Жена что-то на меня Не, ну это подбивает. уже, ну что такое? Ой, божечки. Очень впечатлило последнее видео про борьбу добра и зла. Да Мария, как он...
Я как монтировала, я там и потела, и холодела. Слушайте, спасибо большое. И приятно очень, меня очень радуют комментарии, потому что я рада, что люди этим интересуются. И тема классная, тема интересная, и тема актуальная. И да, мы еще столько много не понимаем, мы не знаем. И как вот хочется туда залезть и еще побольше вот это все изучить, чтобы понимать вот эти глубинные смыслы. Да. Я всегда смотрю ваши видео, Мария, и очень уважаю вас за то, что вы даете такие цельные советы. Благодарю вас, спасибо большое, мне очень приятно. Я очень рада, что вот даже вот так могу как-то а, принести пользу. Спасибо большое. Благодарю за эфир, Мария невероятная. Благодарю от души. Спасибо огромное. Вот мне кажется, после того видео, когда мы сделаем «Какие нам нравятся мужчины», вот тогда точно мы тебе найдем. Боже. Так я буду готовиться, это означает, ты знаешь фетиши, я своего фетиша не знаю, ты представь? Ёлки, это я вот всем говорю, что я Ну оргазмирую. это так все наши секреты узнаем. Не, ну а как? А как ты будешь отбирать? Ну хотя, Может, даже и ладно. мне повезет, Может быть, кто-то может, действительно, Вселенной надо, может, надо запросы Вселенная посылать. сразу двоим даст. Да, я обычно это делаю наедине. Так это наедине не работает, надо вот так Так вот, озвучить. ладно. Ну, Ты же на, уже на весь мир. Ну а как? Как Тогда же? давайте все, чтобы все девчонки подключались и Да, да. тоже свои предпочтения говорили. Вот сказали, что будет интересно. очень интересная тема, чтобы мы это сделали. А, Вот на Мария надо это ну это самое, мы же как прямым эфиром какого-то, это каких-то сделаем? грибов наесться, что ли. О, боже. Это ждем будем такое делать, в каком кафе? Дойдем, дойдем. Мария Торрес это псевдоним, но будем Мария ее зовут. Да, Мария это мое настоящее имя, а Торрес это, ну, у меня очень достаточно русская фамилия, вот такая, и не очень, скажем, звучная. И когда я была на всяких конкурсах, мне всегда говорили, а у вас есть псевдоним? И я позвонила, вот слушай, никогда эту историю не рассказывала. Я позвонила своему очень хорошему другу, а он работает на очень популярной радиостанции в Москве. И я говорю, слушай, нужен псевдоним, что делать? А он мне сказал, Мария, это очень красивое имя, тебе нужно найти вторую часть. Ну, я скачала все фамилии, которые только можно, и начала подставлять. А вы понимаете, в чем дело? Тут же надо так подставить и эти фамилии немецкие какие-то, чтобы ты себя чувствовал в этом. Потому что тебе же это твое имя получается, вы понимаете? Я все, 3 дня я вот так сидела, ничего я не нашла, пришла на работу. Но самое интересное, там был охранник, он такой прикольный дядечка. И он говорит, что ты сегодня такая? А он такой всегда так говорил, что ты сегодня такая? Это, какая-то не такая. Задумывалась. Я говорю, да вот пытаюсь себе сценическое имя, фамилию придумать. Я говорю, слушай, посмотри на меня, вот, вот что у тебя, какая ассоциация? Он такой, черные волосы такая, характер. Ну, он меня уже, мы уже работаем 5 лет, он меня знает. Ты, говорит, на испанку похожа. Точно! Испанские фамилии я еще не смотрела. А там же испанские фамилии, они, вы понимаете, Фернандес, Родригес, и потом только идет там третья часть, уже Торрес. И вот я вот сидела так, скачала их, вот сидела, и когда я вот произнесла Мария Торрес, и он такой, вот оно. И я такая, Мария Торрес, Мария Торрес. И у меня тогда сайт был, я проверила, нет Марии Торрес певицы вообще. В мире Марии Торрес певицы нет. То есть я купила этот домен, у меня был сайт официальный на Марию Торрес. То есть, но мне пришлось тогда опять по конкурсам ходить, потому что как бы делать свой ребрендинг, уже на Марии Торрес зарабатывать эти конкурсы. То есть у меня вот половина вот так, половина вот так. Но я, честно говоря, я очень люблю это. То есть это как, ну это мое, Торрес. Написали, Мария найдет мужчину сама, она невероятно красивая и светлая. Ну, понятно, что сама, но запрос должен в Вселенную вот так вот прозвучать, чтобы вот... Вика тут наставит на этот. Спасибо вам большое. Мне он безумно приятно. Вот слышать комплименты от женщин, это вот особенное дело, понимаете? Ну да. Мужчин это понятно, это приятно, а вот когда вот от женщин, спасибо, дорогие, вот безумно приятно, потому что только мы знаем, сколько приходится терпеть, чтобы вот стараться, да, чтобы вот держать себя в форме, чтобы быть красивой, да, там, даже для себя в своих глазах.
столько женщина терпит. Я говорю, вот знали бы вот вообще мужчины, слушайте, они просто вот за вот это вот, одна Такой депиляция или что-то вот это вот, вот эти извращенцы сейчас вот эти, господи, вот эти уколы эти всякие там вот, да, девчонки, ну такие вообще мучения идут, божечки. Я думаю, ну почему? Вот как же мужчинам вам повезло-то? Слушайте, а у нас столько всего приходится. ой, написала моя подписчица, ой, уже теперь мы дружим, Ирина Костенко с Эстонии. Виктория, Мария, добрый вечер. Мария, какая вы хорошенькая, желаю вам успехов, хочется попасть на ваш концерт. Виктория, спасибо за гостю. Ну так вот, приедьте, а мы пойдем на концерт. Приезжайте, Пойдем, пойдем, приезжайте. Ирина, ой, такая Ой, как, классная женщина. да, как приятно. Тут еще была, говорит, была у меня фамилия Торрес, теперь она была Наталья Торрес, видите, тут у Мгм. тебя есть. Мгм. Так, девчонки, вы замечательные, все. Так, мы пригласили всех к тебе на концерт, Инстаграм оставим. Вот тут еще новые люди подтянулись. Ну что такое, мы уже свой час выболтали. Ну да, Марию надо беречь, она должна еще поспать. Она мне тут пела, между прочим, пока я Да, пришла учу пораньше. новую песню Джо Кокера. Вау! Это Мгм. все вы увидите, если приедете ну, сюда. Хочу тоже очень на концерт. Ну вот, знаете, это только, может, ленивый ее не выловить. Вот, да, даже если вы приехали на неделю, в течение недели тебя можно выловить. Пишите, друзья, да, пишите, какие у вас любимые исполнители, может быть, песни. Знаете, если есть кто-то, кто пишет музыку или слова, пожалуйста, найдите меня в Инстаграме. Может быть, мы с вами что-то сделаем, может быть, именно вашу песню я спою. Если есть такие, если вы видите меня, я буду очень рада сотрудничать. То есть Мужчина пишет: привет, где сидите? Вы хотите приехать? Мы не в кафе. секрет, да. Да. Сегодня Вика у меня в гостях. Так что это мое святое место, не каждый сюда может попасть. Новый человек, девушка в красном, как ваше имя? Это самое, ну, новый человек. Ну, это Мария Торрес, известная певица. Вот вы уже опоздали. Знаете, это вы уже ждите, завтра уже загрузится, и вот вы все прослушаете. Мы уже 63 минутки. Большой привет с Австрии. Ух ты, как приятно! Вот. Здравствуйте! Как у вас в Австрии там погода? Ну, прохладно, наверное, тоже пока, да? Сейчас Снова новый вопрос. Как попасть на ваш концерт, где они проводятся? А как попасть на концерт? Достаточно, если вы живете в Хургаде, пожалуйста, подписывайтесь на мой Инстаграм. Инстаграм Вика напишет, и я всегда делаю посты, и вы спокойно можете в моих сторисах посмотреть следующий концерт, который будет ближайший, если вы живете в Хургаде, будет в субботу в 8 часов вечера в Ванила. Место называется на Марине. Теперь, да? В субботу? Да, по субботам. По Ага. субботам. Мгм. Ну все, ну мы сказали так. Завтра оно загрузится, потому что видео будет в прямом эфире. Если новые люди, пожалуйста, лайки летят, эти тебе сердечки, зайка. Ой, спасибо, спасибо. Всякие. Дорогие друзья, если есть какие-то вопросы по поводу, там, я не знаю, покупки квартиры, могу вам поделиться опытом. Если кто-то собирается получать гражданство по замужеству, здесь тоже, возможно, я смогу вам некоторые советы дать. Вот. Поэтому, если у вас какие-то идеи или темы, которые бы вы хотели, чтобы именно я высказала по этому свое мнение или с вами поделилась своими идеями, пожалуйста, пишите. Вот, Вике будет приятно новые сюжеты делать. А я буду очень рада с вами встретиться вновь. Санкт-Петербурга Ой, привет. классно. Глаза мои Санкт-Петербург. ослепли. Тебе от мужчины привет. Слушайте, ну вы решили сегодня. Говорят, что когда глаза мужчины падают на, сегодня у нас такой 19 век, на красивые части тела женщины, у него продолжается жизнь, удлиняется. Поэтому я думаю, что сегодня мы сделали полезное дело для Из Германии мужской привет. части. Да. О, как Из приятно. Германии. У меня пишет Олег, у меня свой клуб в Башкирии, приезжайте в гости, расскажу, все покажу. Это вот если Марии станет скучно,
Вы уж там как-то найдите ее в Инстаграм, может, и приедет. Спасибо за приглашение. Никогда не была в Башкирии. Это было бы Рептилоиды интересно. набежали. Это те, которые уже давно не знают, как я Мгм. делю людей. Кто это рептилоиды? Так, ну все. Ну, мы, наверное, уже... пусть- Сейчас Вика подкинет новости Да. для разговора. Да, как у вас дела? Мужчины, так они страшны. Тут уже мужчины египетские, так они страшны. Не, извините, у вас тити на выкат. Ну, в общем, тут новые мужчины появились. Марусенька, ну это она будет сидеть до завтра до 5 Слушайте, ну утра. хорошо, когда, знаете, есть что... Да. Надо сидеть до утра. Это вот так вот. Сейчас будут новые дергаются. Я извиняюсь, если я вас смущаю как-то. Ущипните меня кто-нибудь, пожалуйста. Ну это да. Не, ну это приятно. В общем, так, следующую тему я знаю, какая у нас будет. Мне кажется, после этой темы я точно не выйду замуж, а ты 100% выйдешь замуж. Ну, я как бы показываю так... Не, ну это мы не смеемся. У тороплюсь. Марии полно конкурентов за сердце. Но это просто я же так не могу, чтобы не шутить. А то же вы подумаете, что Вика умерла, если я не буду шутить. Ну, она вон там открылась. Да, Понимаете, весь прицел на меня пошел. Ну ладно, я уж сегодня решила. Я же знала, на что иду, как бы, поэтому да. ну, Что ладно. здесь? Так, новые люди пишут, что здесь происходит. Ну что, мы будем прощаться. У нас тут это осталось 5 минут. Давайте, ребят, может быть, если есть какие-то вопросы, действительно. Ну, а то мы с вами так приятно общаться, что это мы с вами действительно можем до утра сидеть тут. Захотите посмотреть? Вика загрузит эфир, сможете его, Долго так сказать. загружается. Да. Ну, целый час болтаю. Девушка идет к успеху. Это только ее начало. Вот я вам точно говорю. Понимаете, это еще... я жду только одного момента, но это я потом говорю. Слушайте, ну если не к успеху, то к чему? Да. Когда следующий стрим? Ну, мы вам оповестим, вы же Да. там как-то следите. Вы же как-то подкиньте нам тогда интересных тем, чтобы мы это... Мы вас сильно сделаем баловать не вас. будем, но вы не переживайте, у Марии вон там белый шкаф, и весь этот белый шкаф доверху напихан красивыми эротичными платьями. Это вообще... Не-не-не, ну эротики, ну хватит, что это за... Не, ну а что Ну, такое? сегодня мы... Ну что-нибудь... а Что это или красивое, это что-то брызнуло, да? Да, ну это А. что-то как бы вкусный, приятный запах, понимаете? Я Запах же это же не тоже знаю. важная тема. Да. У нас тут этому делу очень много Мария, вы внимания красивая, уделяем. достойная женщина, пример всем. Это точно. Поэтому я ее Благодарю очень вас, Господи. часто приглашаю в эфире. Были бы вы рядом, я вас просто бы обняла. Спасибо за добрые слова. Это для меня очень ценно. Я лайкаю, Мария, какую музыку любите? Какие-то новые... Музыку я меломан. Разную люблю. И поп, и поп-рок, и блюз я люблю. Ну, я слушаю очень много музыки, поэтому вот какого-то определенного стиля не могу. Это вот у меня по настроению. Когда хочется, вот, понимаете, когда хочется, например, энергию выплеснуть, можно там спеть, например, что-то типа Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart. Что-нибудь вот такое. А если такое романтичное, можно что-то... Trickles out to the man on the street. So can you help me? Ну, что-нибудь такое. Ой, я сейчас, если начну петь... Я придумала. Я приду к тебе в Ванилу и включу прямой эфир. Да это вообще шикарно. Мне кажется, это будет вообще отлично. Там Ребят, же, что вы думаете? там же нормально, правда? Вот, да. Ну, потому что в этом немножко классно. получается... хотя и там тоже хорошо. Друзья, напишите, вот интересно вам, это будет прямой эфир моего концерта. Мне кажется, это вот супер. Вот те, кто в Австрии, кто в Германии, если вам действительно, почему нет? Это классно. Знаете, я в корону, я так скучала по пению, что я выходила в эфиры и делала концерты в Фейсбуке. И вот людям, чтобы вот дать возможность их зарядить энергией, вот чисто просто я вот пела час в Фейсбуке концерты, да. Поэтому, может быть, если вам будет интересно, это будет классная возможность для тех, у кого нет возможности приехать, я с удовольствием буду
работать и петь для вас. Но опять же, вот понимаете, вот живьем это, конечно, другое дело. Но даже так я буду рада. Если вас это зарядит энергией и классным настроением, приходите ко мне в онлайн-концерт. Я буду вас ждать. Вопрос, в Москве ли выступаете? У нее тут все расписано каждый день. В Москве. Ну, если я там когда-то буду, у меня классный есть там ведущий Андрей Гудилин, он достаточно популярный. И, возможно, я раньше пела для пластических хирургов в Москве. Вот, они очень любят всегда такие места классные снимать, то музей, то, да, я выступала в Москве, но раньше. Сейчас я, к сожалению, редко приезжаю, но если будут, конечно, предложения или приглашения, пожалуйста, я с удовольствием приеду на концерт. То есть, как бы, этот вопрос решаем. Если вы захотите увидеть меня на вашем корпоративе или важном торжестве, пожалуйста, напишите. Буду рада сотрудничать. Ну, наверное, прощайся, да, Зайка? Да. Ну, они могут до завтра Ну сидеть. что, дорогие, как вот жалко с вами прощаться. Вот эта компания такая у нас классная получилась. Но я благодарю вас за вопросы, за вот это чудесное настроение. Благодарю Викторию за приглашение в прямой эфир. Для меня это классный новый опыт. Знаете, вот так вот телепортироваться в разные части света, да, и посылать вам свою любовь. Пожалуйста, берегите себя, заботьтесь о себе, радуйтесь каждому мгновению, потому что жизнь, она одна, и пусть каждый день вас радует. Спасибо вам огромное за внимание, за вашу любовь, за ваши теплые слова. Даже если они не теплые, я вас все равно благодарю за ваше внимание, что вы здесь, что вы были с нами рядом. Всегда ваша. Жду на концерт и надеюсь, увидимся снова очень скоро. С любовью, Мария Торрес.